Дорогие друзья, всем привет! Наконец-то мы уселись. Я буду в кадре одна, но на самом деле я сейчас не одна. Со мной очаровательная девушка-интервьюер. Я вас потом познакомлю с ней. И вот она, значит, будет задавать мне вопросы. Я не готовилась, у меня нет с собой ни тетрадки, она мне ничего не сказала, так что я буду смущаться, краснеть, хохотать, может быть, даже плакать. В общем, все будет по-настоящему. Вопросов не знаю. Ну, давайте. Очаровательная девушка. Ой, благодарю. Расскажи про себя. Ой. Вот мы с тобой знакомы уже 4 месяца, как я тут живу. Ну да. Почти сразу мы с тобой познакомились. Да, и для меня ты стала, наверное, примером женщины, которая может спокойно приехать в Египет и остаться здесь жить. Сколько здесь ты живешь уже? Ну, в декабре будет 5 лет. Расскажи свою историю. Как ты приехала в эту Историю? страну? Я прилетела на отдых, сказала подруге, вот у меня $1500, отправь нас подольше, какой-то простой отель, но подольше, хочу подольше. И вот она меня отправила, и я больше не вернулась. Я прилетела в декабре, вот будет 5 лет зимой, и пошла на базар, там клубника. И женщина, которая жила в отеле, она говорит, да, я тут живу уже там 2 года, здесь можно кушать клубнику зимой. Я говорю, это сколько клубника будет? Она говорит, клубника будет до весны, ну до апреля, по-моему. Я говорю, да ты что? Я такая думаю, ох, если я поживу еще месяц, мой сыночек сможет кушать клубнику. А сколько ему было тогда? 3 года. И ты с ребенком сразу приехала отдыхать? Да, да, это было 28 ночей, опасный срок, потому что наши привычки меняются в 21 день. И вот таким образом я звоню брату, говорю, дай мне еще, вышли мне денег на 1 месяц, я вот тут сниму квартиру, еще поживу, пусть ребеночек покушает. Но ты знала язык? Английский. Английский, да. А как у тебя с арабским? Ну как знала английский? Я английский учила в школе, неплохо знала, но понимаешь, что такое школьная система без практики. Да, но я понимаю. так старалась изучить, я буквально... У тебя было желание? У меня было такое желание, что я когда разговаривала с людьми, вот я разговаривала всем телом и глазами, и они говорили, да-да-да, я понял, окей, я все понял. Главное, что вы понимаете. А мне один говорит, да, тут парень с России, ой, где-то с другой страны, говорит, тебе 3-4 месяца, ты заговоришь, потому что я разговаривала всем телом и глазами. Я еще сама по себе страстная такая, я прям, знаешь, я даже без слов удовлетворяла, передавала эмоции. Так получается, из-за клубники ты решила остаться? Я люблю кушать. Ну вот сейчас все знали, а еще манго был. А я говорю, это и манго я могу кушать? Что, зимний манго замороженный? Ну какой-то еще остатки манго, еще, по-моему... Ну у нас сейчас сезон манго. Сейчас сезон. Ну да, я прилетела в начале декабря прям. Ну что-то еще было, я пробовала. Было еще, ну клубника. И я так, это я могу целую клубнику кушать. И Маркус на море, солнце. И думаю, как же я поеду назад в этот холод. Сейчас начнется сопли, всякие тут таблетки. А тут вот мой ребенок такой прям счастливый бегает. Солнце, да. И думаю, ладно, буду терпеть все, что тут можно будет терпеть, но хочу, чтобы вот мой ребенок побыл счастливым еще. Ну вот, материнский инстинкт. Ну и я люблю кушать, да, фрукты. Я даже, понимаешь, если у меня дома в холодильнике нету фруктов, я тебе скажу, у меня стресс. Я должна поехать на базар, посмотреть, что много всего, вот так вот, себе куплю сколько надо, и я возвращаюсь домой. Все хорошо, еды много. Ну, у меня будет такой вопрос. Ты не ожидала, да? Во-первых, нет, знаете почему? Потому что обычно тут все остаются, влюбились, познакомились. Так вот я хотела спросить, потому что в основном считалось, что славянские женщины сюда приезжают ради большой египетской любви. Ну, это если они познакомились в отеле с кем-то или где-то с кем-то, и они там, или в интернете, и они им пишут. А я приехала с ребенком надолго, и просто я поняла, что я тут могу вкусно кушать. Я разочаровала тебя, да? Нет, потому что я также приехала, только я без ребенка одна. Но перебралась. Вот мы сейчас что, манго едим, я аж вот так вот аж ем. Потом сейчас вот клубника будет где-то в конце ноября уже, да. Ну да, в декабре. А как Новый год под пальмами? Там праздник целый год, я не знаю, Новый год или не Новый год. Я поздравляю всех, у меня тут все время праздник. Главное, что фруктов много и море не высыхает. А расскажи еще свой путь, вот как вот было за 5 лет, потому что... Глупость я сказала, да? Почему? Все правильно сказала. Ну вот, знаете что? Я выросла в той части Украины, ну вот моя бабушка с центральной Украины. И я когда туда приезжала,
там люди улыбаются, много солнца, много фруктов. А потом я уезжала на Западную Украину, там уже солнца мало, не так много, уже фрукты кисленькие, знаешь. И я всегда испытывала такой стресс, что ну, я люблю, когда много фруктов вокруг меня, ну, вот, ну, в этой местности. А тут вот мне хорошо, солнце все время. Я знаю, что я завтра встану, могу делать какую-то гимнастику возле бассейна, но солнце вот всегда будет, понимаете? И вот я от этого не испытываю стресс, мне хорошо здесь. Я всех своих зрителей разочаровала. Нет, почему разочаровала? Дай мне тут вопросы тебе компрометирующие позадавать. Да ты что, да? А что ты сразу тут уводишь? Во-первых, я хочу узнать, куда ты ездишь здесь на рынок фруктовый. Ты же здесь, в Эль-Кауцере ездишь? Я? Да. На главный рынок езжу. В Эль-Дахар? Да. Что Ладно, ты думаешь? Я думаю, мы сделаем как-нибудь, заснимем путешествие Конечно. с Эль-Кауцера в Эль-Дахар. Там так эффектно, мы снимем, да, там так эффектно кричат, да, там подешевле, там лучше. Я, правда, ничего не понимаю. Я даже, знаете что, просто мне никто не верит, но я за 5 лет я еще не выучила арабский. Я знаю только цифры от 1 до 10, и то знаю, как они звучат. А как почему? Они, Почему ты еще как до они сих пор не пишутся. выучила? Вот это, по-моему, 5, да? Да, это 5. Это 8? Это 7? Или наоборот, ну неважно. Вахид, и то меня Маркус научил. Вахид, этнин, телета, арба, хамса, сета, сабаин. Подожди, как 8? Таманин. Таманя, Кеса, Кеса и Ашара. Вот я как бы. Но когда я прихожу на базар, вот эти точка, запятая, я еще... У меня шпаргалка есть. Я буду тот со шпаргалкой. Серьезно, я не выучила еще арабский. Почему? Я знаю, Расскажи. может быть, 10-15 слов. Потому что я еще английский учу. Ну, чаще всего здесь все равно разговаривают Ну английским. это да. Но самое главное, знаете что? Что я когда спрашиваю на базаре, как бы, бикам, ну сколько стоит бикам, они отвечают мне на арабском, и я такая, ой, ну то есть как бы... Там цифры остальные легко учатся. Да, Только да, вводная ну в общем, да. Первых 10. В декабре 5 лет, а я только знаю 10-15 слов. Ты живешь вместе с сыном, правильно? Да, я живу вместе с сыном, да, у меня нет мужчины. И ты работаешь одна. Я работаю много. Ты только занимаешься ютубом или у тебя еще есть другая работа? Вообще, чем ты занимаешься? Вот 5 лет, это не месяц, не 2. Нет, я когда приехала, я брала за все, за что только можно, что давало мне какой-то доход. Мгм. Вот прям там какая-то подработка, там, ну не знаю, там любая подработка, которая мне давала деньги, я брала за это. Сейчас уже так немножко устаканилось, там у меня даже вот в Ютубе начали там заказывать рекламу, то есть сейчас только вот, ну я... Как у тебя было? Взлеты, падения? Что у тебя было? Расскажи. Ну, по-разному. Мы тут и корону прожили даже, но я во время короны я тренировала на улице девочек. А вот. ты еще и тренер? Ну да, я же я большинство времени тут провела, я тренировала. Потом я поняла, что я больше не хочу. Ну, я как бы не могу больше. Не то чтобы не могу, но в связи с тем, что я в своем городе, в Москве, я взяла очень высокий уровень тренировок. То есть мои люди добивались результата за 3 месяца, такого результата, который другие получали за 6 месяцев. То есть я разрабатывала программы разные. И, ну, интересно, у меня ко всему такой творческий подход. Вот. А тут мне это неинтересно по многим причинам. У меня там были серьезные девушки. Я делала им очень красивые фигуры, потому что я знала методику. У меня ходили люди, которые, допустим, не могли ходить. Я разрабатывала такие программы, что они начинали ходить, а им врачи сказали, вы не будете ходить. Ты профессиональный У меня высшее спортивное образование, кроме этого лечебная физкультура и пилатес, повышение квалификации в Москве, где мне все ставили автоматом. Потому что я закончила Львовский институт физкультуры, и я понимаю их почему. Потому что там валили только так, там вообще не купишь и ничего. Ну. И ты все сама? Да там вообще, там спецназ, а не институт. Ты же сюда, наверное, переехала не только ради тепла. Ты знаешь, я сюда приехала, да, и я подумала, боже, это же как интересно. Думаю, раз я смогла состояться в Московской области, да, ну, в Москве, приехала там девочка, 21 год, у меня и медали несколько есть с моего вида спорта. Я там выступала за Москву, за область, там на чемпионате России была, вот. Интрига, пока не скажу, какой вид спорта специально.
Потом взяла вершину, стала одним из лучших тренеров в своей области. То есть я этим жила, я это любила. Это даже была не работа, это был роман. Это вот моя любовь была. Ну а что произошло? Почему ты вот решила все оставить в Москве и переехать в Египет? Вот, очень важный момент, который прям вот во мне существовал, это я очень хотела, чтобы ребенок разговаривал на английском. Вот. Да. А здесь дети разговаривают. Вот, это А один- я слышала миф другой, как раз таки, что для детей здесь нет ничего, поэтому многие женщины уезжали отсюда как раз таки с детьми, потому что говорили, что здесь нет будущего. Что ты можешь сказать, когда ты уже здесь 5 лет прожила вместе с ребенком? Ну вот недавно приезжали мои друзья с Московской области, и они говорят, криминал на каждом шагу. То есть Где? там в Московской области. А у нас? Где? А у нас все тихо и спокойно. Тут? Да. А что тут? А расскажи, что тут? Я тот человек, который в апреле вообще боялась из отеля выходить. Да. Да. Нет, тут, вы знаете, тут очень много 2-3 плюсов. часа ночи. Египтяне дружелюбные, они любят детей. Может быть, детей любят больше, чем нас, точно. Если у вас ребенок, вы всегда будете как бы больше обласканы египетским вниманием мужчин, потому что где бы я ни была, мужчины всегда спрашивают, как Маркус? Маркус в школу ходит, как Маркус? Они даже не спрашивают, как я, они спрашивают, как Маркус. А меня называют мама Маркуса. Мама Маркуса, потому что так смешно. Я думаю, почему они меня так называют? Ну, потому что в Египте незамужнюю женщину называют по имени там папы, сына, ну, то есть вот. А все слышат Маркус, и они говорят, мама Маркус на меня. Ну да. Так Но здесь еще мужчины не имеют права просто так не подойти. да, не имеет. И очень так интересно, что куда бы я ни пошла, все помнят, и там или какие-то Маркуса кружочки, или на базаре он приходил со мной несколько раз. Все передают ему привет, все интересуются, Маркус, Маркус. Они очень любят детей. Если где-то ваш ребенок там загуляет, потеряется, они его найдут и приведут. Да, что да, да, значит это вот я их за это обожаю прям. Поэтому здесь можно спокойно гулять в 2-3 часа ночи Да, да, так они и гуляют, что не уснете. в тепле. Вот, научилась пить кофе у египтян. Какой твой любимый кофе? Все пью. Ну, кроме Нескафе. Ну, все пью. Ну, здесь Тут какой-то турецкий кофе. особенно вкусный кофе. Да, вот они на каждом шагу сидят, пьют. Я думаю, а что бы мне не выпить? Вот, так что я уже благодаря египтянам стала кофеманка. Да. А почему еще тебе нравится жить в этой стране? Ну, тут так интересно, знаете, тут вот так поднимешь голову на небо, и самолеты, летят самолеты, люди. И я так подумала, боже, это же у меня много друзей по всему, ну, как бы в разных странах. И так получилось, что я вот все время переезжаю и прощаюсь, переезжаю и прощаюсь. И я так подумала, вот они же, наверное, сюда смогут прилетать, мы сможем встречаться, Да. меня навещать. Так и есть. Да. Они приезжают там в отель или на квартиру пожить. Вот мы встречаемся, вот. А как у тебя ощущение, когда кто-то улетает, а ты здесь остаешься? С осознанием того, что это твоя страна, в которой ты сейчас живешь. Ну, вот знаешь, я понимаю, что вот я в этой стране, вот у меня такое ощущение, что я на эту страну работаю уже 3 года бесплатно. Клянусь, я вела просто для себя. Я YouTube вела для себя, чтобы эти моменты запечатлеть, и чтобы они были в YouTube, чтобы я их не потеряла. Хороший файл-обменник. Да, да, да. Вот. И сразу друзья смогут видеть. И так вот у меня начался мой YouTube. Что просто я туда загружала все, что считала, чтобы все видео сначала. Ну а сейчас какие у тебя планы? Ну вот где-то 3 года я уже так более-менее, или 2,5, так более-менее, или ну, где-то 2,5, так уже более-менее профессионально занимаюсь. Получается, ты ведешь YouTube, Да. ты ведешь тренировки. Что ты еще умеешь делать, расскажи. Много чего. А вот расскажи, поведай. Да, все. Я слышала про вязание. Да, я вяжу, да, я вяжу. Вяжу, так что можете у меня заказывать, у меня есть очень красивые вещи, в шкафу висят, только я забываю их показать людям. Ну ничего, это было. Было, да. Вот. Я тебя еще могу заболтать, если ты со мной будешь ехать в электричке, ты проедешь точно свою остановку. Я могу положительно влиять на людей. Ну, положительно. Мне знаешь как? Мне Приятный бонус. Приятный бонус, правда? Я знаете почему? Сейчас поясню. Во-первых, я честная. И во-вторых, вот я транслирую все, что есть у меня внутри. Вот я транслирую людям. И даже когда-нибудь увидеть, как я плачу, просто вот надо меня расшевелить как-то. Не, я плачу каждый день, на самом деле, когда я вижу, как
солдаты в Украине умирают, знаешь, какие красивые ребята. Что к тебе еще можно обратиться по поводу жилья в Хургаде. Да, Расскажи да, об этом да, подробнее, да. пожалуйста. Я занимаюсь недвижимостью, работаю со специалистами хорошими, надежными, которые... Можно снять или купить? Можно Расскажи. снять, можно приобрести недвижимость, потому что сейчас цены хорошие. То есть, конечно же, недвижимость будет дорожать со временем, но пока хорошие цены. Так что почему бы вот не купить и не жить в таком прекрасном месте? Хорошо. А у тебя есть, где можно посмотреть, в каком районе лучше Да, выбрать? да. Ну, конечно. Когда приезжает человек, мы идем к специалисту, и она открывает все существующие на данный момент квартиры, потому что сейчас они разбегаются, как пирожки. То есть там... Это да. Ну вот я как бывший житель Шератона Да. переехала когда в Эль-Каусер, понимаю, что все районы отличаются. Ну да, отличаются, да. И ты, которая уже прожила здесь 5 лет, можешь нам, наверное, рассказать? Могу рассказать. А да. ты нам расскажешь? Расскажу. Хорошо. Ну, видео сделаем отдельно, это будет Сделаем. отдельно, да? Да. Вот, так что так вот. Так что недвижимость, да, рекомендую. Недавно разговаривали с Вячеславом, он говорит, сейчас кризис наступает, в Америке, в Европе уже есть, в России, там, в наших странах это печаль печальная. Вот прекрасное место, где в ближайшие 50 лет будет точно шикарная жизнь. Он говорит, пошел в магазин, купил то, что я там покупаю на $20, тут купил на $7. И все такое вкусненькое же, ну как бы вот оно же, вот бананчики, которые потемнеют через 2-3 дня, они не будут 2 недели лежать. Такие. $5. Да, $0.50, да. Расскажи мне тогда вот, раз сейчас твое сердце свободно, какие критерии должны быть у мужчины, чтобы он мог завоевать твое сердце? Но самое главное, это, конечно, порядочность. Вот я когда тренировала девочку, она должна была ехать в Америку. Она собрала все документы, это полгода длилось, это такой длительный процесс. И вот она уже готова ехать в Америку. Я ее встречаю через такой-то период. Я говорю, так мы же попрощались. Она говорит, я не уехала. Я говорю, почему? Она говорит, я встретила порядочного молодого человека. Я тебя не понимаю. Она говорит, Вика, хороший, порядочный человек. Она говорит, как много ты вот видела в Москве. И сейчас они поженились, ну тогда еще, у них сейчас 2 детей уже взрослых. Понимаешь, порядочный человек, это ты можешь ему доверять, верить, доверять. Вот, ну как сказать тебе, ты правильная позиция, он тебя не подведет, не предаст. То есть это вот, ну как, понимаешь, как вот... Партнер. Партнер, да. Да, я понимаю, по что сути, ты вот. говоришь. То есть он должен для меня быть, знаешь, такой, как папа. Папа же не может предать, папа же любит свою дочку, ну, нормальный папа. Вот с ним должно быть уютно, как с отцом. Хорошо, тепло. Вот что бы ни случилось, ты пришла к папе. Ну, у меня такой папа был, ну, и есть. Вот для меня это важно. Вот я могла себя с ним чувствовать, как вот женщиной, девочкой. Ну, то есть, фишка, знаешь, в чем? Найти в мире человека. С которым будет комфортно жить. Человека. Это же, вот представь, люди живут порой по несколько лет, и вот кто-то действительно любит, да, искренне любит, заботится с душой, а кто-то же думает, как вот этого человека я хорошо обманываю. Да. Как, понимаешь, в чем фишка? Да, понимаю. Самое тяжелое сейчас это найти человека, порядочного человека, с кем жить, с кем вот, ну там жить, общаться. С кем идти по жизни. Да, с кем идти по жизни. Вот что тяжело. Вот какая проблема. Это же посмотри. Но вообще, я недавно услышала такую информацию, что здесь много свободных египтян. Да, много свободных египтян, много свободных славянок, но на 5-й год жизни я встретила прекрасных людей, наших женщин, которые вот, вы видели Ирину на моем канале, других девочек видите, всех, которых я снимаю, я их люблю. Очаровательная Диана сидит, сейчас она через несколько дней вы ее увидите, она просто сейчас переезжает, Да. она вся такая в этом, вот. Не, тут много их, просто надо найти, Да. всегда же их меньше, всегда. То есть, понимаешь, так что я теперь на 5-й год жизни Египет мне подарил то, что я наконец-то так долго ждала. Мы Вот видите, приехали. я не сдалась, не уехала, а мой брат говорит, ну сколько там еще будешь, ну давай уже возвращайся. А, кстати, да, хороший вопрос. Брат Вот мне ты говорит, представляешь? Виктория, ну ты жила как королева. Ты, говорит, у нас там дом в Москве, то есть все мне привозили, доставка, Да, ну то есть да, вот так вот. Я только звонила, заказывала.
Говорит, ты же жила как королева, зачем? А сейчас я, А ты понимаешь, вот готова подумать о том, что ты можешь уехать из Египта и жить в каком-то другом месте? Вот сейчас вот. ну, в данный момент я тут живу, я выполняю какую-то свою функцию. Конечно, может быть, что я уеду в другое место, да, почему нет? Но пока вот я должна быть тут. Пока я нужна этой стране. Вот ты себе представь, я приехала в Египет, я ничего не знала. Да. И мне так страшно было. Мужчины непонятные, которые пытались меня обмануть, знаешь, Да. начиная от базара. Потом я себе нашла хороших мужчин с добрыми глазами на базаре. Приходила к ним, покупала. Ну, то есть вот я нашла хороших людей себе. Вот таким образом... Да, я понимаю, везде можно найти хороших людей, Да, они есть да. в каждой стране. Расскажи о своем сыне. Сын в школе. Это не романтичный разговор вообще. Нет, ну вот... Потому что я 3 школу года, не да? любила, и сейчас у него это участь. Все, что мне интересно, это делать интересные ролики для моих подписчиков. Мгм. Да. И еще сразу, пользуясь случаем, хочу сказать такой момент. Вот мне часто пишут подписчики: Виктория, мы хотим приехать с тобой погулять. Ну вот смотрите, я невероятно занятой человек, что ты понимала. Понимаю. Я одна с ребенком в чужой стране. Это ничего романтичного в этом нету. И когда вот вы просто хотите погулять со мной, вот вы видели недавно Виду, да, Вида приехала с Лондона, она мне дала интервью. То есть если вы чем-то полезны моему каналу, что-то можете донести людям, что-то вот какая-то должна быть обратная связь. А просто погулять там с вами, у меня на это нет времени, просто вы меня поймите. Если будет какая-то обратная связь, тогда, ну, Да, правильно да, же, всё да? верно. А то получается, ну, то есть Время? уроки, ребенок, YouTube колоссальное время, монтирование видео занимает до 2 дней порой. Не 2 часа, до 2 дней. Да, это работает трудно. Понимаете? Вот в чем. Так что, вот, пожалуйста, дорогие подписчики. А расскажи мне про женскую дружбу в Египте за твои 5 лет. Так, ну, мне особо похвастаться нечем. Но вот сейчас есть чем. Вот уже спустя 5 лет. Моя адаптация проходила жестко и сложно, потому что меня вообще колбасило, чем тут заниматься. То есть у меня была такая, знаешь, раздрайв. То есть я тренировала, и, конечно же, на тренировку могли приходить все, кто хотят, потому что я была доступная. И вот поэтому я перестала тренировать, чтобы не быть для них доступной. Я не со всеми готова общаться по определению. То есть, ну, как бы... Мгм. Я понимаю, о чем Вот. ты. И так, и тут у женщины хобби есть. Какое? Хобби увлечь мужчину с деньгами и себе хорошо жить. Это неплохо. Одного, 2 мужчин, 3, это неплохо. Это египетские женщины делают Не, или это наши, славянские? наши. Ну, Есть такие варианты? в основном такие варианты здесь и есть. Так 90%. Тут все в поисках богатого мужчины. Тут только несколько человек, и 10% работает. Мне один друг говорит: Виктория, тут женщины приезжают, выходят замуж, живут за счет мужчины. А ты, говорит, работаешь, и ты только про свои видео говоришь. Ты, говорит, ничего, только про видео свои, про YouTube, видео. То есть, понимаешь, вот, как бы, ну тут у меня вот такая чакра, такой талант пошел в Египте. Ну, Египет раскрывает. То есть Раскрывает, да, все ваши внутренние потенциалы, плохие или хорошие, он все откроет. Так что у вас будет возможность здесь познакомиться с собой еще раз. Готовьтесь. узнать себя лучше. Узнать себя лучше, да. Поэтому тут одна говорит знакомая: почему так много женщин странных? Они такие были странные, просто тут у них открылось это все. Энергетика Земли очень мощная, Да. и всем, чем вы наполнены, оно вот так вот фонтанирует. Поэтому, как бы, ну, тут классно же, я бегаю, снимаю то, все, какие-то новые идеи. Уже одна идея появилась, под вечер 5 новых идей выжимают предыдущую идею. То есть тут вообще так, интересно жить, если чем-то заниматься. Тут игры, тут грязные игры. Женщина пытается обмануть мужчин, мужчина пытается обмануть женщин. А почему нельзя просто любить друг друга? А может быть, они не умеют любить? Да, и Это же, уроки я, любви. кстати, интересную передачу слушала. Одна женщина, 97 лет, она говорит, 3%, часть людей люди, это люди с душой. Часть людей люди рептилоиды, это человек наполовину с душой, наполовину рептилоидные какие-то существа, там, ну, сущность.
Третья часть – это рептилоиды, там ничего человеческого нету. И четвертая часть – это клоны. А сейчас уже начали выпускать в Северной Корее или в Южной Корее этих роботов с человеческим лицом. То есть много функций скоро они уже смогут заменить, и их не нужно кормить. Экономия ресурсов. Блин, это говорит человек, который много любит поесть. Не, так это же вот. То есть, представляешь? Это про то, что да, что Да. заменяет То людей, есть фишка, знаешь, в чем? Найти в мире человека. которым будет комфортно жить. Человека. Я знаю, что это были разные моменты в эти 5 лет, да, и хорошее было, и плохое, но дальше только лучше. Ну да. Ты чувствуешь это? Конечно. Я тебя обожаю. Я тебя тоже. В следующий раз она мне будет задавать вопросы личностного плана, чтобы открыть меня больше как личность, мои принципы, мои там какие-то Это будут моральные другие устои. вопросы. Да. Так что это будет уже там вторая серия. А пока мы с вами прощаемся, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока-пока. До скорых встреч.